Три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная, вкупе с четвертой – СМИ, превратили США в 2020 году в банановую республику. Они почти преуспели в свержении хотевшего сделать страну великой снова президента Трампа. США становятся не просто большой банановой республикой, а самой настоящей, если так можно выразиться, банановой олигархией, которая имеет серьезные шансы превратиться в 2021 году в банановую диктатуру и скатиться к гражданской войне в вооруженной до зубов стране. Кража выигранных в действительности президентом Дональдом Трампом у Джо Байдена с огромным преимуществом выборов потребовала от демократов и действующих с ними заодно республиканцев-глобалистов таких огромных усилий, что почти все маски оказались сброшенными. Всем стало понятно, что к чему, что никакой демократии и реальной свободы в США уже практически нет. Настоящая республика, напомним, базируется на трех китах: независимой законодательной, исполнительной и судебной власти, которым помогает функционировать, уравновешивать и контролировать друг друга четвертая власть – свободная пресса. В США ранее данная система худо-бедно работала, и в Америке была какая-никакая демократия. Но эти времена, как показали ноябрьские выборы 2020 года, прошли. Прошедшие выборы продемонстрировали, что в Конгрессе США давно сложилась однопартийная система в лице демократов и республиканцев-глобалистов, совместно добивающихся устранения Трампа. Такое часто бывает в странах, в которых республика – имитация. Вместо того, чтобы жестко потребовать от государственных органов расследования беспрецедентных махинаций на выборах и единодушно поддержать Трампа, группа представителей этой партии в Сенате поздравила Байдена с победой и потребовала от президента согласиться с итогами выборов. Среди них спикер Верхней палаты парламента от республиканцев Митч МакКоннелл и баллотировавшийся в прошлом в президенты США влиятельный политик-мормон Митт Ромни. Трамп возмущен поведением однопартийцев и их отношением к абсолютно фейковым выборам. Если бы у кандидатов в президенты от демократов были сфальсифицированы и украдены выборы с доказательствами таких действий на невиданном ранее уровне, сенаторы-демократы сочли бы это актом войны и дрались бы насмерть. Митч и республиканцы ничего не делают, просто хотят, чтобы это осталось позади. А вот еще несколько последних твитов президента США по данной теме. Настало время сенаторам-республиканцам выступить и бороться за президентство, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательство неопровержимо. Массовые вбросы бюллетеней поздно ночью в колеблющихся штатах, заполнение урн для голосования. На видео. Избиратели, голосовавшие дважды. Мертвые избиратели, фальшивые подписи, нелегальные избиратели-иммигранты, запрещенные наблюдатели за выборами от республиканцев, больше голосов, чем фактических избирателей и многое другое. Цифры намного больше, чем необходимо для победы в отдельных колеблющихся штатах, и их даже нельзя оспаривать. Обратите внимание, тут перечислен весь традиционный арсенал, с помощью которых обычно фальсифицируются выборы в банановых республиках. И Трамп еще не упомянул о жульнических машинах для подсчета голосов Доминион, которые ограбили его не только в колеблющихся штатах, а также о том, что в электронной фальсификации голосования засветились некоторые страны, в том числе несколько союзников США. Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал, что выборы в Афганистане намного безопаснее и организованнее, чем выборы 2020 года в США. Наши выборы с их миллионами и миллионами подложных бюллетеней для голосования по почте были выборами страны третьего мира. Фальшивый президент. Последнее – это, конечно, о Байдене. То, о чем взывает к соотечественникам Трамп, видела вся страна, однако многие обитатели Капитолия предпочитают ничего этого не замечать, надеясь, что приуроченный к выборам госпереворот против Трампа завершится успешно, и надо просто пересидеть еще пару-тройку неприятных недель. Чиновники упорно не желают видеть, что происходит, постоянно саботируют президента, тянут резину, нагло врут. Трампу приходится наводить порядок вручную, когда саботаж и предательство переходят всякие границы. Он выгнал, например, главу Пентагона Марка Эспера, когда тот отказался использовать армию для подавления массовых беспорядков и погромов в стране. Президенту пришлось обойтись таким же образом с главой агентства по кибербезопасности США Кристофером Крёпсом, заявлявшим, что еще никогда в истории США они не были такими безопасными и безупречными. Трамп вынудил покинуть свой пост главу Минюста и генпрокурора Уильяма Барра. Тот все прекрасно видел и знал, но нагло заявлял, что нет доказательств массовых фальсификаций на выборах, отказывался расследовать факты вопиющей коррупции семейства Байденов, ставящие под угрозу национальную безопасность. Поставив на место Эспера и Барра своих людей, Трамп надеется изменить позицию возглавляемых ими ведомств, прекратить их соучастие в тихом госперевороте.
Однако не факт, что это ему удастся, как и дождаться, например, доклада национальной разведки США, объединяющей почти 20 секретных служб, которую возглавляет, кстати, его сторонник Джон Рэдклифф, об иностранном вмешательстве в выборы. Этот доклад должен был быть готов 18 декабря. Он позарез нужен Трампу, чтобы поскорее приступить на законных основаниях к решительным действиям. Но его, как говорят в Одессе, таки нет. Сторонники демократов в разведывательном сообществе всячески тянут время. Также бессовестно ведет себя пропавшее без вести могущественное Федеральное бюро расследований ФБР. Заговор против Трампа охватывает всю страну, он четко организован и структурирован, наблюдается иностранное вмешательство. Но американские чекисты ничего этого не желают видеть. Президент возмущается в Твиттер. Министерство юстиции и ФБР ничего не сделали с мошенничеством на президентских выборах 2020 года, крупнейшим мошенничеством в истории нашей страны, несмотря на неопровержимые доказательства. Им должно быть стыдно. История вспомнит. Никогда не сдавайтесь. Увидимся в Вашингтоне 6 января. Короче, Трамп призывает народ патриотов своей страны защитить республику и ее президента от уничтожения теми, кто должен по долгу службы их охранять. Для многих американцев не секрет, что судебная система их страны коррумпирована, что целиком и полностью является заслугой демократов. Но даже очень опытные умные наблюдатели полагали, что в стране имеется хотя бы одна высшая судебная инстанция – Верховный суд, где правду не дадут в обиду. Это была ошибка идеализма. За единичными исключениями прогнили все суды США, снизу доверху, как в классической банановой республике. Адвокаты Трампа проиграли почти все судебные дела, несмотря на убийственные доказательства. Причем самым обидным образом именно в Верховном суде. Одна выходка Верховного суда с юридически безупречным иском Техаса, поддержанным 21 штатом, чего стоит. Никто, включая президента Трампа, не ожидал от Верховного суда такого цинизма, бесстыдства, открытого попрания Конституции и законов, шкурничества и равнодушия к судьбе США. Этому посвящен следующий президентский твит. Верховный суд США оказался абсолютно некомпетентным и слабым в отношении массовых фальсификаций на выборах, имевших место на президентских выборах 2020 года. У нас есть абсолютное доказательство, но они не хотят этого видеть. Если у нас коррумпированные выборы, у нас нет страны. В результате теперь сторонники Трампа и вообще честные американцы уповают на военное положение, к вводу которого, похоже, готовится вновь назначенное президентом руководство Пентагона, чтобы армия помогла провести в колеблющихся штатах честные выборы. В банановых республиках армию, кстати, обычно используют не по ее прямому назначению. Мало того, как показал 2020 год, в США не только не функционируют три ветви власти, там практически не осталось и свободной прессы. 95% СМИ принадлежат в Америке 5-6 глобалистским компаниям, проводящим одну и ту же политику. По этой причине они превратились из средств массовой информации в средства тотальной дезинформации. Точно так же ведут себя и принадлежащие фактически тем же хозяевам социальные сети. Они не терпят, блокируют и удаляют негативную информацию о противниках Трампа, обрушивая в то же время на президента ложь и клевету. Зажим свободы слова, если этого требуют идеологические и, конечно, финансовые причины, сегодня в США это нормально. Понятно, что такие СМИ и социальные сети ничем не могут помочь загибающейся республике. Разве только тем, чтобы убить ее поскорее, избавив от лишних мучений. Что вместо нее появится в США? Лишь это? Розовый фашизм и банановая олигархия. Банановая потому, что сами США с их народом ей, собственно, не будут особенно интересны, ибо это олигархия глобалистская. Если немного перефразируем одну старую нацистскую песню, как раз и получим искомое. Сегодня нам принадлежит Америка, завтра весь мир. Поэтому-то все думающие люди так за Америку и Трампа сейчас и переживают. Ибо если в самом начале 2021 года у США тем или иным путем не получится остановиться на краю бездны, если республика погибнет и власть в стране полностью захватит глобалистская олигархия, плохо станет не только американцам. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.